Привет, продолжаем нашу игру за охотницу Shatter Pixel Dungeon. Итак, получается, мы только что шлепнули жижу. У нас есть охотница. Ясненько. Уровень 7. В принципе, неплохо. Посмотрим, что вокруг происходит. Что-то нашли. Бурдюк заполнился. О, нашли выход. Отлично. Такс. Сколько по деньгам? 1800. В принципе, неплохо. Ладно. Бежим тогда. Так, у нас тут что? У нас тут... Ага. Выкладываем ненужный мусор. Оставляем нужный мусор. Такс. Заходим, забираем. Так, у нас есть какой-то... Так, тут у нас, в принципе, можно восстанавливающие шаги брать. Я вообще рекомендую брать именно обед тонизирующий, потом восстанавливающие шаги и дротики. Ну и также усиливающее восприятие, как минимум на единичку. Мы, наверное, сначала возьмем шаги, потом восприятие. У нас есть кольцо какое-то неизвестное нам, не проклятое. Дротики он там сверху лежат. Ослепляющий. Прям самое то, что доктор прописал. То, что доктор прописал. Ослепляющие дротики. Мы с нашим доспехом далеко не уплывем. Поэтому нам особо плавать не стоит. Надо максимально... Вообще в идеале на плюс уровень взять было, наверное. Потому что нам, скорее всего, будет достаточно тяжко сейчас. Против скелетов в начальной броне это просто очень тяжко, в общем и целом. Я думаю, попробовать все-таки покачать хотя бы один уровень, взять восприятие. Может, нам в этом вопросе повезет. Так, у нас сундук пустой. Для нас жижа слизнячкообразная. Так, еще один. Давай мы тебя покайтим. У нас муха. Отлично. Муха, это чудесно. Нам зелье дали. Хорошо. У нас белый это хил, видимо, да. Чудесно. Так, копим чуть-чуть. Вот, вижу муху. Стреляю в муху. Муха нас не видит, видимо. Судя по восклицательному знаку. Еще один гнол. Гнолика забрали. Просто нам с каждым уровнем дают уклонение и точность. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы быть максимального уровня в тот момент, когда мы встретимся с достаточно тяжелым противником. Вот, например, скелеты, как по мне, это достаточно тяжелый противник. Поэтому от него рекомендуется делать ноги и делать его на расстоянии. Но мы тратим очень много времени. Я думаю, надо бежать вверх. Ладно. Кольцо. Кольцо есть там у него. Но... Опять же, у нас есть доспех, но он нолик. Есть, кстати, кистень молнии, который надо продать вообще. Он не нужен будет. То есть...
Нам ничего такого, чтобы сверх вах, ничего такого не дали. Соответственно, придется каким-то образом думать. Ух ты, ну ничего себе. Нам семечко выдали. И нам голод дали. Так, замечательно. Я думаю, стоит продать тогда ему кистень. Пускай он с ним ходит. А мы будем молиться на то, чтобы нас все враги одновременно не убили. Что мы сейчас видим? Мы видим скелета. Но я бы обошел его, но нам нельзя к нему вплотную идти. Соответственно, мы с ним не сможем драться. А вот на этом расстоянии мы с ним сможем драться, он тут муха идет на нас. Ну, в принципе, можем муху постреливать. Итак, что мы видим? Мы помним, что у нас за травой, получается, за высокой, у нас стоит скелет. Поэтому берем и вот... Да, вот он там дропнул щит. Щит хорошая тема, но опять же для милишников это прям имба. Либо если ты играешь без тяжелой брони. Нам дальности не хватает. Вот видите, он по 9 урона нам вносит скелет. То есть это достаточно много. У нас есть бумеранг. Больно бьет еще, зараза. Еще своими осколками забирает. Обязательно собираем росу. Она нам очень сильно поможет. Вот опять же, персонаж проголодался. Это зелье неизвестное. Плюс тут телепорт есть, и у нас на нас кто-то идет. Так, мы его убили раньше. Замечательно. Вот тут есть еда, но тут очень много ловушек в радиусе. Поэтому лучше их местность прозванивать на всякий случай. Вот опять же, пирог мы взяли. Отлично. Что по еде у нас? Еда у нас... Так, ага. Все понятно. То есть еду нам нужно подмораживать сейчас будет. Потому что мы вряд ли найдем еще мяско. Так, замораживающая ловушка. И бросаем мяско. Кого мы видим? Мы видим муху. Ну, муха, видимо, ушла от нас. Потому что мы по ней не смогли попасть. Звук разбитого стекла впечатляет. Так, взяли замороженное мясо, 3 штучки. Кого мы видим? Мы видим муху, которая нас в данный момент не видит. Но мы с ней деремся в узком пространстве, поэтому у нас преимущество, вне зависимости от того. Опять же, мы стояли в дверях. Это наш косяк. Поэтому просто избавляемся от мухи и просто делаем ноги. Разрыв дистанции, чтобы он переагрился. Мы благодаря зачарованию на броне исчезли.
Перекусили, но нас увидели. Опять же, благодаря траве нас они не видят. Но мы их видим. Также благодаря траве. Что мы видим? Мы видим скелеты, которые идут в нашу сторону. Оп. 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 Скелет исчез. В эту грозовую лозу лучше не вставать. Так, смотрим дальше. У нас есть, получается, ослепляющий дротик. Это хорошо. Так, есть бумеранг, но у него срок действия, скорее всего, ограниченный. Да, 10 бросков, еще и 15 силы при этом, при всем. Лишний раз не поднимаем. Так, смотрим, что у нас в наличии. У нас один заряд палочки. Там призраки. Призраков нужно бить именно магическим уроном. Соответственно, раз, два. Все. И, кстати, нам... не повезло. Я думал, повезло. Вот это, по сути, самая лучшая броня для гладиаторов, которую мы только что подобрали. Руна опутывания на ней. Мы вот видим скелета благодаря нашему зрению. Но, опять же, для нас он на данный момент не актуален. Мы единственное можем сейчас попробовать привлечь к себе ненужное внимание ребяток. Одного убрали. Увидели скелета, убежали от скелета. Скелет нас не видит, но инвиз сейчас закончится. Отступаем. Скелет пошел вниз. Опять же, у нас скорости никакой нету, поэтому для нас очень тяжело даются все удары от любых видов противников. Кого мы видим? Мы видим муху. Муха хороший, но ее нужно правильно бить. Тут особо получается без вариантов. Но и не агрить его тоже не получится. Ждем. Кто-то открыл дверь. Это была муха. Муху мы забрали. Учитывая то, что у нас есть, в принципе. Но у нас, опять же, мы не нашли. У нас сила до сих пор 12. Мы не нашли ни одного зелья силы. Значит, мы просто элементарно... Щит, я думаю, мы использовать не будем. Кольчужная броня хороша. Но у нас есть с зачарованием, поэтому, я думаю, пустая нам не особо. Будет актуально. Опять же, важно смотреть, в какую сторону смотрит тот или иной моб. Нас зажали. Это очень плохо. Но мы сейчас покатаемся с ними вместе в паровозике. И обманем их. Обратите внимание, у нас до сих пор еще нормальной экипировки нету. То есть мы, по сути, 12 уровень.
Ни одной нам нормальной экипировки не выпало. Вот опять же, видите, в чем, что они делают, зараза. Гнобят, однако. Что-то мне подсказывает, что такими темпами у нас шансов против них очень мало. Опять же, он уходил. Соответственно, он вернулся. У нас он пробивает. Но это ежу понятно, что он нас пробивает. Используем руну маскировки по максимуму. Соответственно, мы невидимы на 2 хода. Соответственно, будем гнобить его 2 хода. Берем перекус обязательно. Смотрим, что по огню. У нас огня... Кстати, у нас вообще огонь есть. Огонечек. Зелье огонечка. Огонечка у нас нету еще. Соответственно, мы его и не опознали. Вот он, цвет нам неизвестен. Соответственно, ищем пока зелье огонечка. Помним, что там стоит скелет. Поэтому берем, подпираем дверь. Видим скелета. И начинаем его расстреливать. Скелет оказался хитрее. Опять же, скелет взорвался и нанес урон нам по площади. То есть у нас прямо очень печальная ситуация. Мы нормальную броню себе найти не можем. Опять видим скелета. Как говорится, не опять основа. Так, нас пробили. Вдавим хилочку. Смотрим. У нас получается, мы все посмотрели. У нас получается, это у нас призывающие, а это овцы. То есть, по идее, можно призвать мобов, либо призвать овец, и овцы призовут существ. Но единственная проблема в том, что внизу у нас кто-то идет. К нам, видимо, в гости. Дверь потому что открыта внизу. Дверь А, мы, наверное, подпирали дверь. Вот видите, блин, вот что за урон-то? Ух ты, а куда у нас? А, странно. Опять же, у нас зареспаунился вор. Нет, вор в милишнике, конечно, это очень больно. А у нас он еще и палочку с коммуниздил, а? Вот крыса. Это не вор, это просто крыса. Самое интересное, палочка хорошая вещь, но единственная проблема ее в том, что она может закончиться такими темпами. Мы проголодались.
Опять скелет. Да что ты вас будешь делать, а? Эх, не попали. Но мы видим муху. Лови! Мы видим скелета. А мы по нему, скорее всего, не попадем. Опять же, видите, скелеты взрываются и нас забирают. Ну, судя по всему, это зелье огня. В принципе, можно проверить, но я думаю, оно должно присутствовать. Да, как я и думал, это зелье огня. Соответственно, нам нужно что-то перекусить. Как говорится, это только замороженное мясо. Нам дали скорость. И мы дверь закрыли паутиной. У нас теперь 13 силы. Поэтому, как говорится, живем. Вопрос только сколько. Скелет нас увидел. Но это его трудности. Забираем зелье, забираем монеты. Видим муху. Страж забрал. Так, сколько по монетам? 1300. Берем всю еду, которая есть обязательно. Желательно снять проклятие. Так, Геба. Так, стоп, у нас есть вообще снятие это проклятие? А снятие проклятий нам не выдали. Замечательно. Значит, у нас Наутис, карта и Геба. Тут у нас опознавание. Значит, по идее, алхимическая энергия 5 единиц. Замечательно. Алхимическая энергия это хорошо. Я предлагаю купить, значит, Наутис и Геба. Карту пока не покупать. И купить... если нам хватит, конечно. Да, монет нам хватило. Тут зелье известное нам? Неизвестное. Есть еще изумрудное колечко, которое хочет уйти на крылечко. Смотрим, что мы в наличии имеем. Кто-то к нам идет. Это скелет. Мы со своим уроном его будем до пенсии сбирать. Хотя, с другой стороны, у нас 13 сил. И лук +1. В теории мы должны его забрать. Поэтому продвигаемся. Дальше. Блин, как же хочется. Стоп. Стоп. На текущем уровне у нас, получается, Геба был и Теневас. Наутис, скорее всего, это снятие чар. Нет, я не угадал. Я не угадал. Наутис отказался не снятие чар. Значит, Геба. Замечательно. Так. Смотрим. Во-первых, персонаж проголодался. Перекуси. В принципе, конечно, опутывание она неплохая, но проблема в том, что нам может быть очень тяжко. Зачарование инерции попробую взять. У нас 13 сила, может нам повезет и мы. Что ты, старый чародей, нам хочешь рассказать? Здравствуйте, мисс. Да шел бы ты, человек, погуляла. Я ищу прах мертвеца.
Молодец, продолжаю его искать. Так, что мы видим? Мы видим подпорку. Отлично, нам выдали арбалет. Арбалет хорошая вещь, если вы используете арбалет пламени. Вот пламени очень плохое зачарование. Его крайне не рекомендуется использовать. Точнее, его использовать можно, но крайне осторожно. Очень опасное зачарование. Так, что мы видим? Но из-за того, что мы слишком далеко стоим от вора, вплотную к нему нам распознать не получится. Тут два варианта либо развития событий. По идее, я думаю, нам проще всего будет через дверь. Подпираем дверь и убираем вора. Так минимальное количество здоровых, как говорится, веточек зелененьких не превратит он их в синенькие, что? Точнее, не в синенькие, а в эти в серенькие. Продвигаемся дальше. Смотрим наличие вокруг нас. Да, так я и думал. У нас есть страж. Это очень плохо. Страж крайне тяжелый соперник. Но мы его обхитрили. Не, на самом деле страж очень тяжелый соперник. Если у вас вы не готовы с ним драться, лучше обходить его километражом. Потому что но вот страж, конечно, дает прикурить всем новичкам, которые подумали, что они настолько сильны. Какая радость, а! Так, мы решили это доспех одевать. Так, 300 монет мы не накопим, наверное, да, на свиток опознания. Да и нам надо продавать нечего. Ладно, пока так. Да уж. Игра, конечно, обещает быть очень интересной. Опять же, вот еще один скелет прибежал. От нам одного мало. Тут еще и вор нарисовался. Перекусили. Продолжаем двигаться дальше. Арбалет хотелось бы использовать, но он 16-й, то есть для нас он крайне тяжелый арбалет будет.
И опять же, дротики, они ситуативные, поэтому арбалет, в принципе, тоже. Мы не угадали. Мы видим муху. Арбалет ситуативный. Поэтому, учитывая то, что это охотница, в теории там ей не нужен арбалет. У нас еще один вор, который думает, что он самый умный. О, у нас получается сейчас 9 брони осталось на текущий момент времени. То есть уже неплохо. Так, у нас плюс уровень. Я рекомендую брать именно прочные снаряды, потому что чисто за охотницу, если нам попадается кольцо стрельбы, вы просто ух. Смотрим по зельям. Зельев у нас не завезли. Смотрим. Лупа, запертый сундук. Опять же, слишком уж красивая местность. Смотрим, у нас ДМ стоит. ДМ для нас, в принципе, не страшен. Кстати, у нас познавалась палочка. У нас осталось 22 заряда. И после этого палочка перестанет функционировать. Зараза! Гребаная ловушка. Я как раз хотел шажок сделать. Ну, спасибо, разработчик. Но с другой стороны, никто не говорил, что будет легко. Нам выдали копье. Неплохо, неплохо. Есть зелье исцеления. Отлично. У нас уже 5 зельев исцеления. Аккуратно. Вот такие вот узкие проходы очень опасны тем, что нам могут подпихнуть какую-нибудь ловушку, и вы ни хрена толком не сможете от нее избавиться. Но вот он охраняет достаточно хорошую вещь. Камень зачарования, но единственная проблема его в том, что неизвестно, он в любом случае проснется, поэтому я предлагаю его просто начать будить. И... Ой, блин. Так. Мы, скорее всего, не выживем, поэтому лови. Страж ушел, получается. В принципе, можно скрафтить эликсир медового исцеления, где он тут у нас лежит. Так, стоп. Сначала надо место освободить. И заодно и перекусить, и это.
Так. Раз, два, три. У нас 7. Познавание у нас присутствует. Ага, у нас еще и этот есть. Угу. Ясненько. Продолжаем движение. У нас есть зелье огня. Но мы пока на 7 уровне, для нас оно достаточно тяжело доставаемое. Это у нас что? Это у нас гнусно-мох. Угу. Камень зачарования. Я буду смеяться, если нам дадут огонь. Нет, нам повезло, это не огонь. Что это у нас зачарование? Холод. Класс. Это самое хорошее зачарование, по моему мнению. Оно контролит врагов, не давая им подойти. Так, нам нужно +2, значит мы -2 делаем. Блин, нам нужно 6. Я правильно помню? Нам нужно же 6. Да, нам нужно 6 энергии, чтобы такого развеять. Давай тебя развеем. Мы эликсир медового исцеления еще сделали. Перекусим. Смотрим, место освободилось. Блин, у нас дротик был, я что-то протупил. Ладно, так, свиток. Мы его прозвонили уже. Так, у нас есть новое зелье. Для нас оно неизвестно. Смотрим, что за зелье. Это либо парализующий газ, либо опыт. Оба очень... Одно из них хорошее, второе крайне опасное. Поэтому единственная возможность об них узнать, это куда-нибудь кинуть. Либо выпить, но опять же, если вы готовы, как говорится, простоять. Так, я предлагаю спуститься вниз. Бросим эту. Копье, наверное, нам будет не актуально. У нас лук есть. Оно, конечно, сильное оружие, но... А с другой стороны, что теряться? Мы не снимем проклятие, если оно проклято. Плюс оно дальний бой, но нам не актуально будет. Да, мы его тоже продаем. Забираем кольчужную броню. Возвращаемся вниз. Толкнем немного. Нам опыт же дали, ёлка. Берем дротики обязательно. Пускай будут, как говорится. И следующий, скорее всего, вот это возьму. Узнать бы, зелье опыта это или нет. Это зелье не опыта. Получается, это зелье газа. Если это зелье газа, то оно нам не актуально. Да, у нас оружие 14 явно. Потому что мы по скелету ни разу не попали. Что очень плохо. У нас другого оружия никакого нету, кроме лука. У нас вот это вот оружие, рюкзак, оно 14. Поэтому для нас оно крайне тяжело идет.
Опять же, нам скажут опознавать, если мы его улучшать на скорости. Можно, по идее, накопить на кольцо, попробовать вот на это, на изумруда. Но у нас сейчас 500 монет, там 750 надо. Мы видим скелета, который ползет за нами. Вот о чем я и говорил. Оружие 14. Но у нас особо вариантов нет, у нас другого оружия нет. Там просто видно, что персонаж периодически промахивается, хотя у него... Кстати, мы тогда можем, если оно 14, мы можем добавить ему скорости. Сейчас добавим ему скорости. Пусть оно 14, но на камне баланса сейчас нам вытащит красоту. Благодаря скорости мы даже 14 можем пользоваться, хотя у нас сила 13. У нас сила 13, а мы пользуемся 14 оружием. И по доспеху нам что-то как-то вообще не завозит. То чувство, что в этом вопросе нам просто не повезло. Продвигаемся дальше. Забираем доспех обязательно. Видим скелет. Чудесно. Скелетрончик, скелетрончик. И ты меня увидел, да? Какой ты зрячий, а? Учитывая то, что мы рейндж. Так, комната с фулл ловушками. Тут очень много ловушек. Так, ясно, надо поджигать. Но с другой стороны, это нас защищает от таких вот нерадивых товарищей, которые думают, что они самые умные. Не угадал. Не угадал. Так, не угадал. Перекусить. Вижу скелета. Ах ты жук, а! Из-за тебя я промахнулся. Чё ты тут своим хп стоишь, торгуешь? Ах ты жучара. Да куда ты стреляешь-то, ёлы-палы? Как же вот не везет порой, а? Стреляет в другую сторону, блин. Ух ты! Ха-ха-ха! Блин, вот это невезение, конечно. Он нас сейчас, кстати, забьет, скорее всего, если мы продолжим с ним драться. Учитывая то, что... ну откуда вас столько? Хорошо. Да чтоб тебя долго жить заставили. Как вы уматываете, рыцари, блин. Мы крайне в невыгодном положении. Нам дали песочные часы хранителя времени. Опять же, это очень опасные часы, особенно в проклятом виде. Но если вне проклятом, это просто имба.
Вор, конечно, в этом вопросе молодец. Но опять же, узнать заранее мы не сможем о их проклятости. А развеять проклятие мы также не сможем. Поэтому мы их, скорее всего, не будем одевать. Приключения на свою пятую точку. И исключение, если только мы найдем свиток. Снятие чар. Продвигаемся дальше. Отлично. У нас получается огонечек опять. Семечков на огонечек у нас нет. У нас есть скелетик, который думает, что он до меня дойдет. Учитывая то, что у меня зачарование холода, ты до меня не дойдешь. Это то же самое, что и... Ух ты! Что на мне было бы кольцо скорости. Как называется? Неистовство вроде. Достаточно сильное кольцо, если им уметь пользоваться. Соберем росу по максимуму. Единственная проблема в том, что нам не выдают. Так, тут понятно. У нас получается одно поджигать, один алхимик. Но, в принципе, делать пока на алхимика нечего. Щит у нас начальный есть. Угу. Блин, как бы хотелось, чтобы этот... Часы были бы не проклятые. А, стоп, у нас же есть зелье. Что-то я торможу. Поджигаем. Это, скорее всего, этот... квестовый предмет, который нам сейчас палочку будет выдавать. Так, стоп, смотрим. Ага. То есть у нас вариантов нету, нам нужно прожигать вот это место. Иначе мы пойдем в обход. А в обход это такой круг идти. Соответственно, мы прожигаем это место. Для этого нам нужно, получается, бросить что-то, что не горит желательно. Вот, например, бурдюк не горит 100%. Но, правда, мы горим. И замороженное мясо сгорело. Ну, я, да, немножко протупил. Бывает. Так. Дырочку заткнули, молодцы. Чтобы нас не увидели со стороны травой. А, еще одна дополнительная. Так, стоп. Ага. Лови. Не увидел. Не увидел. Не увидел. Оп, скелетик упал. Еще один скелетик. Лови. Не увидел. Не увидел. Не увидел. Поймал. А, ты жив. Нам булаву дали, смотри-ка. Булава также 14. Но проблема в том, что, учитывая, что она без зачарования, оно неизвестное для нас. Соответственно, спорный момент ее использовать. Ты хочешь сказать, что мы с первой этой сразу же нашли то, что нам нужно? Я, конечно, играл в лотерею, но не настолько же, что, блин, я не думал, что мне настолько везет. Так, у нас место есть? Место есть. Побежали, побежали! Ах ты, зараза! Скелет! А! Зараза! Я убегу! Я Фореста! Смотрел Гампа! Так, палочка, либо холода, что лучше всего, скорее всего, мы ее и возьмем, либо стража. В принципе, я думаю, брать палочку, отменить.
Страж хорошая вещь, но он, опять же, он на начальном уровне для разведки может понадобиться. Но разведку нам, в принципе, мы не планируем, по крайней мере, брать, а холод очень полезен. Поэтому берем палочку холода, она еще и +1. О, какая красота. Палочка +1, это хорошо. Так. У нас скелет. Думает, что он самый умный. Ох ты, у нас бурдюк исчез. Бурдюк вернулся. Прикрой дверку, ну. Во. Вовремя ты, однако. Блин, а если бы мы не исчезли... Абонент опять... видите, хитрожопый, а? Абонент хитрожоп. Думающий, что он самый умный. Постоянно, блин, на расстоянии молниями долбасит. Так, ладно. Что же нам с часами делать, блин? Часы хорошая тема, но проблема в том, что они могут быть прокляты. А если они прокляты, они нам только больше проблем доставят, чем пользу. Поэтому часы лучше не одевать лишний раз. Пробежимся. Пробежимся. Кстати, мы хотели же 700, но что-то как-то не набирается. Так, смотрим. У нас 3 выхода. И сразу в лоб на стража выйти. Да это просто мечта. Да шел бы ты, страж, погулял. На улице. Очень много воды на локации. Траве негде расти. Опять же смотрим. Прозвоночка пошла. Мало ли. Ну, так. Крашеная. Бежим. Так. Да что ты будешь делать, а? Отлично. У нас еще одна прозвоночка, но мы 5 ходов выбираем. У нас один спящий, один бодрствующий. Побежали, вор! Наивный. Ты думаешь, я дам тебе убежать? Самое обидное, что у него настолько высокая, получается, точность у вора, что он с первого удара по нам при попадении умудрился попасть. Мне бы такую точность, блин. Вот это очень опасная ловушка, она взрывная, соответственно, любой предмет в нее брошенный, он будет уничтожен. Поэтому лучше проходить ловушкой максимально эффективно. Тут может быть ловушка, потому что не стоит недооценивать разработчика. Он любит постоянно что-нибудь подкинуть, что хорошо. Чувствуется хоть какая-то сложность, что ли. У нас есть золотой ключик. Мы прямо буратины. Осталось найти монетки. Так.
Здравствуйте, стражи. Так, ситуация, конечно, печальная. Линяем! Проблема в том, что он очень больно бьет скелет этого некроманта несчастного. У нас броня десяточка, начальная броня 0,2 поглощения. Мы просто, я не знаю, в тряпочке ходим. Блин, как же не везет, а. Да уж. Ключик. Так, место у нас отсутствует. Поэтому фиг бы с ним пока что. Ой, блин, гребаные стражи. Лови. Да. На зачарование лучше. Так. Нам бы в идеале все это продать. Если я прав, у нас доспех +1. То есть, соответственно, на 13 силы нам как раз его. Да, у нас +1 доспех. Так. Поэтому надо желательно продвигаться дальше. Я думаю, что вернуться, сбросить все лишнее. Дырочку нашли, дверкообразно. О, ты охраняешь? Ну нифига себе ты, монстрик. Так, стоп. Скелетус, лови. Неправильная последовательность, надо было сначала. Текст, ты у нас кто? Ты у нас обычный сундучик. Ну вот ты вовремя пришла. Вот где ты была, броня? Вот когда ты была так нужна, тебя не было. А вот когда ты уже, откровенно говоря, не уперлась ни в какую часть тела, блин, ты пришла. Ну вот ты прям вовремя. Ну, по идее, я думаю, ты сейчас все сбросить, продать, сходить продать, может, на кольцо накопим. Лишнее все сбросить. Наподобие вот этого зелья, вот этого зелья, вот этого зелья и вот этого зелья. Сколько у нас там места надо? 2 места. Ну вот давай сейчас возьмем еду и возьмем броню вязкость. Вязкость хорошая тема, но она, опять же, она слишком поздно пришла. У нас есть уже другая броня, поэтому нам вязкость не актуальна. Так, что касаемо... О, у нас есть семена. Красота. Такс, 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 такс. Так, стоп. У нас получается так, тайный сад на 4 уровне. Хорошо, жертвенный огонь, золотой ключик у нас еще есть. Магазин 6. Тайный сад, это интересно. Подгребай.
Мы сейчас тебя забьем нашим чудо 14 оружием. Хотя мы имеем 13 сил. Не перестаю удивляться этому. Да. Бежим, 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 бежим. Скелетик. Лови, скелетик. Лови. Ты 100% хочешь поймать. Так, броня вязкости хорошая. Руна маскировки еще лучше. Булава прямо чудесная. Но мы рисковать не будем. Так, идем на 4 уровень. Где тут у нас находится-то? О, нашел. 4 уровень. Смотрим тайный садик наш. Вот про что я говорил. Солнечник. Если, конечно, нам мешать не будут идти, то прям красота будет. Все, мы не успели. Зараза! Блин, как же не повезло-то, ёлы-палы, а. Блин. Ну ладно, бывает. Мы же видели с вами, он стоял прямо здесь вот. Мы как только зашли на уровень. И вот, как назло, его забрал. Кто там? Нам не повезло просто. Ну ничего, бывает. В следующий раз повезет. Так, надо перекусить. И бежать дальше. Так, 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 так. У нас, в принципе, есть свиток опознания, но я хотел колечко взять с изумрудом. А можно свиток опознания опознать эту. Я, честно говоря, стремаюсь использовать артефакты. Я лучше, блин... Да, о чем я и говорил. Они прокляты. То есть я правильно сделал, что их прозвонил. Потому что, блин, не прозвонил бы я их, я бы сейчас тут огребал бы, блин. Они замедляют скорость передвижения, течение времени. Соответственно, мы будем замедлены. Это не так критично, если ты используешь этот. Ну, если ты используешь кольцо скорости, например, или броню скорости, это не так критично. Но это будет очень критично в моем случае, учитывая то, что у меня ни того, ни другого нет. Поэтому как-то так. Броню покачаем немножко на них. Вот страж стоит. Здравствуйте, товарищ страж. Они носят на поясе цепь. Нифига себе. Наивная чукотская личность. Рекомендуется бить таких товарищей магией. Физой они крайне тяжелые. А вот магия, она их очень быстро на место поставит. У нас опять места нету. Да что ты будешь делать, а? Как же ты быстро все заполоняешь своим местом. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Некромант, чтоб ты долго жил. Чё ты тут нарисовался-то, но? Это же 8 уровень. Почему ты так рано появился? Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Сейчас мы тебя потушим. Заодно посмотрим, насколько у некроманта доспех силен против меня. Мы опознали доспех, он оказался, как я и говорил, +1. Здравствуйте, страж! И вы наивно полагаете, что вы меня чем-то сможете удивить? Жалкий страж.
Ты все блокируешь, я удивлен. Но ты все равно, ты против моего 14-го скимитара ничего не сможешь сделать. Но мы, скорее всего, не пойдем, пускай летит вниз. Подбираем зелья ускоренные. И лицезреем еще одного стража. Да что было... Чё ж вы так долго живете-то, стражи? Ты меня пробил. Ты меня пробил, стражик. Молодец. Здравствуйте, электрическое чудо. Лови. Стрелой в брюхо. Да, точность вплотную прямо, ух. Как говорится, хватает, то убежит. Так, наверное, стоит все-таки перекусить. А то что-то как-то напряжение. Хотя, по идее, надо было, наверное, в химический котел спуститься. Но непонятно еще, что тут запихивать. Поэтому как-то так. Так, смотрим. У нас есть бомбы еще. У нас бомбы еще есть. И есть еще балласы. Но это 2 ячейки, у нас только 1 ячейка. Кстати, можно скинуть этот, пока сходить. Часы скинуть, и пускай они там валяются. Они ж проклятые, какой нам от них смысл? Да что ты будешь делать? Я понимаю, что я невезучий, но я настолько же. Да вы просто издеваетесь. Какая же у вас большая куча скелетиков, а? Вы что, где расплодились-то? Вроде некроманта поблизости нету. Что же вы так, вас много? Ладно, не страшно. Посмотрим, посмотрим. Что вы будете из себя представлять? Этот этаж кажется вам необычайно большим. А то, у нас он самый длинный и самый большой будет. Так, стоп. Неправильное решение. Какие люди, пираньи! Давно не виделись. Ладненько. Я думаю, мы продолжим чуть дальше, позже. Поэтому с вами был Андрей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.